Горе– это чувство глубокой печали, которое мы испытываем, когда теряем кого-то или что-то по-настоящему важное. Но знаете ли вы, что горе живет не только в нашей голове? Оно влияет практически на весь организм. Мозг, сердце, иммунитет, сон и даже пищеварение– все это меняется под воздействием утраты. В этом видео мы разберем 6 способов, которыми горе влияет на наше тело. Первое. Как горе влияет на мозг. В глубине нашего мозга находится миндалина, область, отвечающая за эмоции и распознавание опасности. Ее задача – постоянно следить за окружающим миром и вовремя замечать угрозу. Когда человек узнает о тяжелой утрате, мозг может воспринять ее как угрозу выживанию. В этот момент запускается древняя реакция – «бей, беги или замри». Сердце начинает биться быстрее, дыхание учащается. Кто-то испытывает вспышку гнева, кто-то теряет дар речи, а кто-то словно цепенеет и чувствует полное оцепенение. И самое важное – это не разовая реакция. Любое воспоминание, фотография или знакомое место могут снова включить ту же самую стрессовую систему. Со временем мозг становится более настороженным, а человеку все труднее концентрироваться, запоминать информацию и принимать решения. Именно поэтому многие описывают состояние после утраты словами «у меня будто перестал нормально работать мозг». Второе. Как горе влияет на сердце. Выражение «разбитое сердце» существует не случайно. В медицине действительно есть диагноз – синдром разбитого сердца. Он может возникнуть после чрезвычайно сильного стресса, смерти близкого человека, развода или другого тяжелого потрясения. Предполагается, что резкий выброс адреналина временно ослабляет сердечную мышцу и ухудшает ее работу. Это редкое, но потенциально опасное состояние. Поэтому при сильной боли в груди или внезапной одышке необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Хорошая новость в том, что при правильном лечении сердце чаще всего полностью восстанавливается. Третье. Почему слезы помогают во время горя? Плакать абсолютно естественно. У человека существует несколько видов слез, и эмоциональные отличаются от остальных своим химическим составом. Во время плача организм начинает вырабатывать окситоцин и эндорфины, вещества, которые помогают успокоиться и уменьшают ощущение боли. Поэтому слезы – это не проявление слабости, это один из естественных способов, с помощью которого тело пытается восстановить внутреннее равновесие. Иногда после долгого плача действительно становится немного легче, и у этого есть вполне реальное физиологическое объяснение. Четвертое. Как горе ослабляет иммунитет. Длительный стресс временно снижает защитные силы организма. Повышенный уровень кортизола влияет на работу иммунных клеток, поэтому человек становится более восприимчивым к вирусам и инфекциям. Многие замечают, что после тяжелой утраты начинают чаще простужаться, чувствуют постоянную слабость или дольше восстанавливаются после болезни. Это не совпадение. Организм буквально расходует огромные ресурсы на переживание горя. Пятое. Почему нарушается сон? Горе меняет и количество, и качество сна. Навязчивые мысли, тревога и сны о человеке, которого больше нет, часто становятся причиной бессонницы, а недостаток сна еще сильнее ухудшает память, внимание, настроение и физическое самочувствие. Но бывает и обратная реакция. Некоторым хочется спать почти постоянно, потому что сон становится единственным способом ненадолго уйти от душевной боли. К сожалению, слишком долгий сон тоже не приносит настоящего облегчения и часто лишь усиливает ощущение усталости. Шестое. Как горе влияет на аппетит и пищеварение. Очень многие люди во время скорби сталкиваются с тошнотой, тяжестью в животе или полной потерей аппетита. Стресс замедляет пищеварение. Еда может казаться безвкусной, а иногда даже глотать становится трудно. Из-за недостатка питания снижается уровень энергии, и человек чувствует еще большее истощение. Но существует и противоположная реакция. Некоторые начинают есть значительно больше обычного, особенно сладкую или жирную пищу, потому что она дает кратковременное чувство комфорта. И то, и другое – распространенная реакция организма на сильную эмоциональную боль. Что помогает пережить горе? Не существует правильного или неправильного способа скорбеть. Каждый человек проходит этот путь по-своему.
Но есть вещи, которые действительно помогают телу справляться с нагрузкой. Старайтесь достаточно отдыхать. Сохраняйте простые ежедневные привычки. Вовремя есть и ложиться спать. Пейте больше воды. По возможности добавляйте в рацион фрукты и овощи. Даже короткая прогулка способна снизить уровень стресса и улучшить сон. И, пожалуй, самое важное – не оставаться со своей болью полностью в одиночестве. Иногда поддержка близкого человека становится тем, что помогает пережить самый трудный день. Горе может длиться долго. Оно затрагивает не только наши чувства, но и весь организм. Поэтому забота о себе в этот период не слабость, а необходимая часть исцеления. Разрешите себе чувствовать, плакать, говорить, молчать и проживать свою утрату в собственном темпе.